Хочу подтвердить слова министра финансов. Мы за конкуренцию, полностью согласен. Ну и вообще, мне с сожалением придется констатировать, что мне, собственно, придется, наверное, повториться. Они уже все рассказали, все самое лучшее, самое интересное. Но в том, что я скажу, тоже есть смысл, потому что это значит, что у нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики и между правительством, администрацией, Центральным банком. Но и здесь не представлены регионы Российской Федерации. Уверяю вас, что мы в тесном контакте работаем с регионами, с бизнесом и в целом работаем достаточно солидарно и, на мой взгляд, эффективно. Я прежде всего хочу поприветствовать участников и гостей пленарного заседания Международного форума «Россия вперед». Добрый вечер, здравствуйте. По доброй традиции это мероприятие вновь собрало предпринимателей, инвесторов из десятков государств мира для содержательных дискуссий по вопросам, которые представляют интерес для бизнеса, прямо влияют на развитие торговых и инвестиционных связей с зарубежными странами. Знаю, что в фокусе вашего внимания находятся основные тенденции как в глобальной экономике на мировых рынках, так и в экономике России. Те конкретные задачи, которые мы ставим перед собой для продвижения деловых инициатив в нашей стране, для запуска новых перспективных проектов, а значит и для расширения возможностей для выгодного вложения капиталов в самых разных отраслях. На этих темах я хотел бы вкратце остановиться в своем выступлении. Как вы хорошо знаете, современный мир отличается высокой турбулентностью, которая во многом спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран. Используя свое монопольное положение на отдельных рынках в сфере финансов, они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства, которые ведут независимую политику. А по сути, западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстро меняющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию. Вы знаете, мы в постсоветское время часто говорили о том, что, и нас учили наши западные тогда партнеры, что все трудности нужно преодолевать не административно-командными средствами, а рыночными способами. А вот введение ограничений нерыночного характера – это как раз попытка сохранить вот эти командные методы управления мировой экономикой. Не получается и не получится. И что касается России, она, безусловно, чувствует такое внешнее давление, конечно. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами. Мы будем и дальше выстраивать суверенную экономическую политику, действовать на внешнем контуре, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан, выполнять обязательства перед иностранными контрагентами и наращивать сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы. Уже говорил, таких стран, действующих рационально и прагматично, абсолютное большинство. За последние 3 года мы существенно увеличили объем торговли с ними. Прежде всего, имея в виду ключевых партнеров – Китай, Индию, с которыми нас объединяют долгие годы дружбы и стратегического взаимодействия. Знаю, что в этом зале много представителей китайской и индийской делегации. Подчеркну, мы нацелены вывести сотрудничество с Китайской Народной Республикой и с Республикой Индия на качественно новый уровень с усилением его технологической составляющей. На это нацелено множество совместных проектов в энергетике, в промышленности, космосе, сельском хозяйстве и так далее. По вопросам экономической повестки у нас выстроен содержательный диалог с председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпинем. Также подробно будем обсуждать эти темы в ходе предстоящего визита в Индию с премьер-министром господином Нарендрой Моди, включая увеличение импорта
индийских товаров на наш рынок. Наверняка на этой сессии тоже еще говорили о такой импортной составляющей нашей стратегии. Это прежде всего, конечно, относится к Индии, имея в виду соответствующие вопросы, связанные с торговым балансом. Повторю, Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и в сфере торговли, и в реальном секторе, и на фондовом рынке. Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы. Так у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – 2,2%. Я уверен, мне придется, видимо, повторяться, то, о чем здесь уже наверняка говорилось. 2,2% в сентябре. Причем этот показатель является низким не только для России, но и для большинства крупнейших экономик мира. Остается стабильным состояние государственных финансов. Мы своевременно приняли решение как в части доходов, так и расходов федерального бюджета. При этом в полном объеме профинансированы ключевые приоритеты. Это социальные обязательства, оборона и национальная безопасность, а также задачи по достижению национальных целей развития. Бюджет на предстоящие 3 года сверстан так, чтобы снизить влияние внешних рисков и повысить долю ненефтегазовых доходов. При этом он сформирован в соответствии с бюджетными правилами, предполагает умеренный бюджетный дефицит. Ну, посмотрите, в некоторых странах Евросоюза что там делается. У нас вот планируется 1,6, 1,3, 1,2 на ближайший год. Что здесь отмечу? Государственный долг России, наверняка тоже говорили об этом, меньше 20% ВВП. Он по-прежнему один из самых низких в мире. То есть мы продолжаем вести сбалансированную, ответственную бюджетную политику. И вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики. В этой связи хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка. Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать там по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал. Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться. Вместе с тем, в экономике отмечается замедление роста. За 9 месяцев текущего года ВВП России прибавил 1%, в том числе в третьем квартале 0,6%. По прогнозу за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5% до 1%. Но в целом это ожидаемый результат. Мы и говорили с самого начала, когда Банк России ставку повышал, когда правительство принимало определенные решения, что мы ожидаем такой мягкой посадки. Вместе с тем наметились некоторые дисбалансы. Так, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился. Нас такие тенденции устраивают? Нет. Напомню, что в декабре прошлого года перед правительством России и Центральным банком были поставлены принципиальные задачи, а именно обеспечить переход к модели сбалансированного роста, сохранить низкий уровень безработицы и инфляции и при этом запустить структурные изменения в экономике с учетом курса на ее обеление, усиление конкурентной среды. Подробно поговорим на эту тему буквально через неделю на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Прежде всего, нам нужно добиваться более высокой инвестиционной динамики, наращивать вложения в развитие производств в сфере услуг, запускать новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве, в инфраструктуре, в области высоких технологий, в туризме и так далее. В последние 3 года инвестиции росли опережающими темпами. В 2022 году 6,7%, в 2023 на 9,8%, в 2024 на 7,4%. В текущем году она скромнее, эта динамика, но в целом остается позитивной. В чем здесь причина? В ряде секторов экономики сократилось
прибыль компании. Это хорошо известно. То есть собственные средства для инвестиций. А стоимость заемных средств, банковских кредитов, за счет которых отечественный бизнес во многом финансировал проекты, объективно выросла. Очевидные, понятные для всех вещи. Отмечу, что за последние годы наш финансовый сектор сумел серьезно перенастроить свою работу. Хотел бы об этом сказать отдельно. Заместил ненадежные внешние источники финансирования внутренними. В результате внешний долг предприятий реального сектора сократился почти вдвое. Я вам скажу, так, тревога была определенная на первом этапе. А справиться с этим наша финансовая экономика и вообще промышленность справились. Благодаря своевременным регуляторным действиям и накопленному запасу прочности сегодня российский банковский сектор работает уверенно, стабильно. Но если в 2022 году с около нулевым финансовым результатом отработали, то 200 миллиардов была прибыль, да? То в 2023 она уже составила 3,2 триллиона, в 2024 3,8 триллиона рублей. По прогнозу Банка России, да, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью где-то 3,2–3,5 триллиона рублей. Убежден, необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов. При этом очень важно, чтобы средства банков, их прибыль, сбережения граждан, компаний направлялись на воплощение бизнес-идей не только в мегаполисах и центрах деловой жизни, а повсеместно во всех регионах Российской Федерации. Для этого каждый из субъектов Федерации уже внедрил региональный инвестиционный стандарт. Также на региональном уровне запущены агентства развития. Они занимаются сопровождением инвесторов, подсказывают, как оформить земельные участки, обратиться за механизмами поддержки, решить инфраструктурные вопросы. Однако зачастую проекты, особенно крупные, по масштабу реализации выходят за пределы конкретного региона. Также в случае иностранных инвестиций может быть полезен федеральный взгляд на то, где лучше зарубежным партнерам реализовать тот или иной проект, какие использовать федеральные меры поддержки. Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели, компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации. Создать такую экосистему предлагаю на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития. Далее. Необходимо укреплять роль фондового рынка как источника средств для инвестиций. Тем более, что интерес граждан и институциональных инвесторов к нашему фондовому рынку находится на высоком уровне. Так, в середине этого года на Московской бирже было зарегистрировано более 37 миллионов клиентов, физических лиц. Это почти половина экономически активного населения страны. Совокупная стоимость их активов превысила 11 триллионов рублей. В свою очередь, число юридических лиц на брокерском обслуживании за год выросло более чем на треть, до 50 тысяч. Объем их портфелей превысил 15 триллионов рублей. Да, текущая экономическая ситуация отражается на российском фондовом рынке. Его капитализация немного снизилась и сейчас составляет около 23% ВВП. В этом году первичное размещение акций провели только 3 компании. В том числе на рынок акций вышел наш ведущий институт развития в жилищной сфере, корпорация Дом РФ. Виталий Ильич, я вас с этим поздравляю. Я знаю, что ваша команда и вы проделали для этого большую работу. И она завершилась успешно. Очевидно, что у российского фондового рынка есть пространство для роста, для новых размещений. Нужны дополнительные усилия, чтобы повысить его капитализацию, чтобы потенциал фондового рынка был использован в интересах всей страны. В этой связи считаю возможным предложить первое. У нас растут
вложение инвесторов в облигации и паи фондов. Но увеличение долга – это не единственный инструмент для расширения производства и запуска инвестиционных проектов. Для долгосрочного развития не менее важно привлекать акционерный капитал. Чтобы усилить эту работу, прошу правительства в ближайшее время сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием. А министерство прошу наметить отраслевые планы по выводу на фондовый рынок крупных эмитентов, конечно, предусмотрев конкретные эффективные стимулы для бизнеса, который размещает свои акции, включая увязку действующих мер поддержки с публичностью компаний. Приведу пример на этот счет. Так, если заемщик Фонда развития промышленности проводит первичное размещение акций, так называемое IPO, то он может рассматривать, рассчитывать на снижение ставки по займу. Второе. Нужно повышать эффективность и прозрачность управления акционерными обществами, чтобы их акционеры были уверены в надежности вложения своих средств в получение дохода. Знаю, что Банк России совместно с Московской биржей при поддержке Минфина запустили программу создания акционерной стоимости, а в ее основе аналогичный опыт стран Азии. Программа акцентирует внимание на публикацию корпоративных показателей, которые являются значимыми индикаторами для инвесторов, включая чистые активы, дивидендную доходность, прогнозы и планы развития и так далее. Участники программы создания акционерной стоимости сформируют пул компаний, которые станут своего рода ориентиром для других российских эмитентов, знаком качества для инвесторов. Я прошу правительство до конца следующего года обеспечить вхождение в эту программу крупнейших акционерных компаний с государственным участием, а также увязать условия работы, стимулы их руководителей с увеличением акционерной стоимости. Конечно, нужно действовать аккуратненько, да, аккуратно. Вот Ира Александровна кивает головой, ей все нравится, мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются. Но идти по этому пути, безусловно, нужно. И, наконец, третье. Важно и дальше повышать привлекательность рынка капитала, укреплять доверие инвесторов и обеспечивать приток средств. У нас все больше граждан входят в программу долгосрочных сбережений, которые служат важным источником для длинных инвестиций. Уже заключено более 8 миллионов таких договоров на сумму почти 560 миллиардов рублей. Год назад на нашем форуме тогда давал поручение стимулировать так называемые семейные сбережения. Напомню, о чем идет речь. Если родители открывают в пользу своих детей продукт долгосрочных сбережений, вносят на него средства, то они могут получить налоговый вычет по НДФЛ. Размер вычета будет рассчитываться исходя из суммы фактического взноса до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Таким образом, максимальная сумма на семью для получения вычета составит 1 миллион рублей. Соответствующие изменения в законодательстве уже внесены. Кроме того, предусмотрены льготы для работодателей, которые софинансируют накопление своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений. Они вступят в силу с 1 сентября будущего года. Посмотрим, как работают эти нововведения, как бизнес и граждане оценят их эффективность, после чего будем донастраивать эти меры, либо запускать дополнительные механизмы развития нашего фондового рынка. Уважаемые друзья, обратная связь, постоянный диалог с предпринимательским сообществом и инвесторами – это ключевое условие для улучшения делового климата, для укрепления инвестиционной динамики как залога уверенного долгосрочного экономического роста. Здесь важны мнения, предложения и отечественного бизнеса, и наших иностранных партнеров, учет лучших зарубежных практик, оценка собственного опыта для решения задач и проблем, которые бизнес считает первостепенными, наиболее важными. Очень важно, что форум «Россия дает отличную возможность вести открытую, конструктивную дискуссию по всем этим вопросам. Знаю, что она у вас идет очень активно, уверен, что она очень содержательна, полезна.
Я хочу вас всех поблагодарить за то, что, особенно сейчас обращаюсь к нашим иностранным друзьям и коллегам, что вы все здесь, проявляете интерес к работе с Россией. Я желаю вам всего самого доброго. Благодарю вас за внимание.